Всем привет, с вами Елена, и это канал «Вот бы мне». Друзья, на сайте Департамента бюро консульских дел США наконец-то опубликовали официальные даты для регистрации в ежегодной диверсификационной лотерее, на этот раз DV 2023. И несмотря на то, что уже много лет подряд подавать заявку можно с октября по ноябрь, точные даты немного отличаются из года в год. В этот раз период приема заявок на участие продлится с 6 октября по 9 ноября 2021 года. И хотя время до начала регистрации все еще есть, да и сам период приема заявок длится месяц, я настоятельно рекомендую подготовиться заранее. Проверьте, можете ли вы участвовать, подготовьте необходимые документы, включая ваш загранпаспорт. Сделайте правильную фотографию на вас и на всех членов семьи, фотографии которых необходимы по правилам лотереи, даже если они не планируют эмигрировать в США вместе с вами. Посмотрите нашу видеоинструкцию по заполнению анкеты заранее, чтобы знать, какие данные вам понадобятся для регистрации, а не искать потом нужную информацию в последний момент. Ссылки на все видео, которые помогут вам правильно и без посредников подготовиться и заполнить анкету, вы найдете в описании под этим видео. Ведь для многих, кто участвует впервые, некоторые моменты, особенно необходимость иметь загранпаспорт, который ввели несколько лет назад, и требования фотографий супругов и всех детей до 21 года могут оказаться проблемой, особенно если начать заниматься сбором всего необходимого уже во время возможности подачи заявки. Да и с учетом того, что времени на подачу заявки не так много, а количество желающих подать анкету ежегодно растет и уже перевалило за 14 миллионов человек, некоторые дни еще и сайт может не выдерживать нагрузки и не работать. Потому откладывать на последние дни, чтобы потом упустить возможность подать заявку, тоже не надо. Мы обязательно еще раз напомним, когда уже конкретно откроется регистрация. И, кстати, будем тоже подавать анкеты на участие для себя. Ведь хотя мы выиграли в DV 2021, из-за пандемии коронавируса и прокламации до сих пор не получили визы. И сейчас вся надежда только на резерв виз через суд, выдавать которые начнут неизвестно когда. Так что, возможно, в DV 2023 нам тоже улыбнется удача, и таким образом мы получим свои визы раньше. Ну а на сегодня все, друзья. Если информация была полезной и познавательной, поддержите наш проект. Подпишитесь на канал, подключите уведомления, поставьте лайк и поделитесь этим видео с друзьями. А если у вас остались вопросы к нам, смело задавайте их в комментариях. Каждую неделю мы делимся полезным контентом, так что зовите друзей и оставайтесь с нами.